Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это видео подходит всем тем, у кого асцендент находится в знаке зодиака Лев. Асцендент во Льве или восходящий знак ваш Лев. Да, ребят, Лев – это яркий представитель огненной стихии. Асцендент – это восходящий знак вашего гороскопа, и все события влияют как раз-таки на асцендент в первую очередь, потому что асцендент – это наше «я», то, как мы действуем по привычке, наш типаж, наша внешность, как люди нас считывают, наши повадки, привычки, психологические особенности, бескорыстные интересы, приоритеты и ценности. И да, напротив нашего асцендента всегда находится дисцендент. Точно такая же важная событийная точка, только отвечает дисцендент или седьмой дом у нас за брачные партнерские отношения. Да, дорогие, это любовная сфера нашей жизни по высшим этажам. То есть, если вы не планируете жениться, выходить замуж, тогда у вас работает со всеми вашими отношениями пятый дом, и здесь нужно смотреть на его загруженность. А если вы решили усложниться и дать такой социальный вес своим отношениям, то тогда здесь у вас будет абсолютно работать седьмой дом. Это дисцендент. И скажу, да, что все те люди, с которыми ваши отношения подкреплены договорами, они тоже идут у вас по седьмому дому. То есть можно, в принципе, не жениться и замуж не выходить, но все коллеги по работе, все службы различные, с кем у вас заключены договора, они у вас отношения строятся по аналогии седьмого дома. То есть первый и седьмой дом – это важнейшие точки нашего гороскопа. Я знаю, про это не модно говорить. Многие сейчас любовную сферу, брачные отношения вообще вот так вот разделяют и не используют, предпочитают не использовать. Но аспекты в событийной астрологии у нас парные, и все то, что влияет на асцендент, точно так же влияет на дисцендент. И да, дорогие представители асцендента во Льве, то есть ваш асцендент первый дом во Льве, значит седьмой дом у вас в противоположном знаке. А это говорит о том, что он у вас в Водолее. Поэтому да, сейчас кто разбирается в астрологии, им все понятно, кто не разбирается. Ребят, ничего страшного, просто сейчас буду рассказывать ваши психологические особенности, естественно, асцендента во Льве, и потом другую сторону наших потайных желаний, наших возможностей, недореализованности и всего того скрытого интеллекта, который есть, потому что седьмой дом в Водолее – это комбинация достаточно сложная, непростая для построения брачных отношений и вообще, в принципе, договорных отношений. Но смотря с кем договариваться. И поехали. Если мы говорим про асцендент во Льве, то, конечно же, если мы говорим про внешность, то это очень привлекательные люди. То есть, если ваш асцендент во Льве, то вы обладаете яркой внешностью, либо это жизнерадостность, либо это красивый внешний вид, ухоженный. Как правило, это всегда такая красивая шевелюра, то есть это всегда такие пышные волосы, это либо кудряшки, кудри, да, то есть да простят меня мужчины, если вы меня смотрите и слово кудряшки вас оскорбило, да, то есть это всегда богатая шевелюра, может быть золотистый отлив у волос или даже рыжина, если это темный цвет волос. Конечно, здесь еще зависит от знака Солнца, потому что Солнце управляет вашим гороскопом. И здесь, конечно же, понятно, что если Солнце в огненной стихии, то тогда, конечно же, здесь будет преобладать в волосах такой рыжий отлив, золотистый отлив, да, для кого-то тоже рыжий цвет, какое-то там оскорбление, для кого-то наоборот это манкость определенная, да. Если же солнце у вас в земных знаках, то это скорее какой-нибудь темный такой цвет волос, но однозначно это наличие такой отличной укладки, да, то есть отличной прически. Здесь нужно это понимать всегда.
люди, у кого раскачано солнце, обладают таким жизнерадостным асцендентом, да, то есть это такая некая уверенность в себе, даже если это, например, солнце ваше в Скорпионе, то это такая пробивная харизма. Вообще асцендент во Льве считается одним из самых привлекательных гороскопов, знаков, да, и это всегда история харизмы внутренней. Все, конечно же, зависит от знака Солнца, и даже если это водная стихия, то это такая душевная харизма. Если, конечно же, это Солнце у вас в Овне, то это такой страстный человек, который, заходя в комнату, его все видят, сразу чувствуется эта харизма, да. Если же в земном знаке ваше Солнце, то здесь, конечно, чувствуется такая статусность, с человеком комфортно в плане надежности, чувствуется вот такая надежность. И здесь вопрос, если вы по своему Солнцу не живете, и почему вы у других людей вот эту надежность на них не проецируете. И да, если Солнце, управитель вашего гороскопа, находится, конечно же, в воздушной стихии, то тогда здесь интеллектуальная такая харизма, статусность, ощущение, что ты находишься с очень интересным, умным человеком, и что тебе есть о чем рассказать. То есть подсознательно сразу выходишь на контакт и разговор. Смотрите, какое у вас есть расположение, как вы располагаете согласно своему солнечному знаку, да, людей, потому что это очень такая важная история, с которой вы можете открывать любые двери в своей жизни, да. То есть умение владеть своим асцендентом – это как раз-таки то самое, когда мы стучимся в двери, которые нам не открывали ранее, но мы знаем, как туда зайти. И да, асцендент во Льве, заходя в любую комнату, это человек, естественно, не совсем спокойный, всегда есть чем заняться, всегда привлекает к себе внимание либо харизмой, либо активной мимикой, да, либо в разговоре. То есть это однозначно заметная личность с чувством собственного достоинства, манеры, как правило, выразительные, всегда яркая, красивая улыбка, независимо от знака Солнца, да, то есть всегда присутствует такой эмоциональный огонек у человека, который к себе располагает, и есть такое ощущение, общаясь с этим человеком, что он вас автоматически уважает, то есть такое некое доверие, да, то есть это все представители асцендента во Льве. То есть, как правило, всегда такие открытые, демонстративные, деятельные. Ну, Лев – это стихия огня, то есть это однозначно деятельный, да, человек. И понимаете, что если вы не деятельный, не деятельная, вопросики – почему? Здесь необходимо, ребят, действовать, да, то есть яркие магниты внимания, это про асцендент во Льве, это, конечно же, часто бывает из минусов, да, вот рассказала уже много хорошего, много красивого, но есть, конечно же, минусы, это завышенная гордыня, это завышенная самооценка, часто считают, если преобладают, конечно же, сбитые фокусы, да, по жизни, то это всегда, ну, и часто этих людей обвиняют в эгоизме и в надменности, в таком чрезмерном, да, поэтому здесь понимайте, где нужно не перегнуть, где нужно быть собой. И очень важная такая история, это интересная история у асцендента во Льве, конечно же, это важна. То есть сейчас рассказываю про важные внутренние моменты, про которые ваша внешность не скажет. Да? Здесь, конечно, уже рассказала и про психологические качества, но то, что есть внутри, и то, что дает как раз-таки, да, вот я рассказала сейчас про вершину айсберга, буду рассказывать сейчас, что есть внутри, да, а внутри это интерес к развитию,
очень важна для всех людей, у кого асцендент во Льве, это личная реализация, да? Важно иметь авторитет в своем окружении, то есть очень сильно раскрывается человек именно тогда, когда воспитывает детей. То есть если вы обладатель асцендента во Льве, то для вас начинается такая большая важная история в вашей жизни, когда у вас появляются дети. Казалось бы, это парадокс, потому что общество нам говорит, что дети это сложно, это не модно, это энергозатратно, это дорого, да, неважно в какой стране мира мы живем, это дорого, это не нужно, зачем это вообще, это очень сложно, лучше я займусь своей карьерой и реализацией. Так вот, у асцендента во Льве реализация всегда мощная, глобальная, как раз таки, какой хочется, чтобы она была, потому что люди с обладанием асцендента во Льве это, конечно же, максималисты. Здесь что-то среднячковое, но скорее не удовлетворит, да, хочется эффект такой вау, яркий, заметный, красивый. Ну и, конечно же, здесь, чтобы обратить к себе внимание, здесь, конечно же, нужен масштаб и размах. А у Льва все это получается, когда в его жизни, во-первых, появляется вторая половинка, потому что здесь Лев, как естественно, любитель похвалы, то есть когда его хвалят, он расцветает сильнее, когда ему делают комплименты, мужчина это или женщина, да, вообще без разницы. То есть любят комплименты, когда есть знаки внимания, когда есть подарки, причем любит и дарить, и получать подарки. Это такая абсолютно одинаково работающая история. Если здесь у вас есть фокусы, например, с получением подарков, здесь нужно подумать. И если у вас есть, например, вопросики с дарением подарков, тоже нужно подумать. Хотя и те люди у меня в практике были, и я не скажу, что кто-то из них там где-то как-то очень плохо. Это все поправимо, ребята. Это все просто чувством собственного достоинства. Это все, прорабатывается, можно это так сказать. Выписываете на листочке свои страхи, в них разбираетесь, и вам становится понятно. Но максимально, конечно, рост идет у асцендента во Льве, и это с появлением детей. То есть с появлением своих маленьких копий, когда вы их воспитываете, неважно, мужчина вы или женщина, потому что когда у Льва появляется потомство, появляется гордость, и это та самая гордость, которая дает ответственность за вот это все поднятие и развитие. И здесь, как говорится, хочешь, не хочешь, но приходится развиваться. Очень много подчерпывается для развития как раз-таки моментов из воспитания детей. Это психология, семейная, любовная психология отношений. Очень важная история для людей с асцендентом во Льве. И да, очень веселые люди, любят праздники, любят подарки, вечеринки. Пригласите человека с асцендентом во Льве в караоке, и это будет очень классная, веселая вечеринка, потому что они любят быть на сцене, они любят обращать к себе внимание, им так хорошо. То есть они подогреваются от аплодисментов, от похвалы, хороших слов, когда рядом теплые люди и обнимашки, да, то есть это дает их момент счастья, да, и поэтому если случаются какие-то сложные истории в любовных отношениях у людей с асцендентом во Льве, это всегда переживается очень тяжело и сложно, хотя кажется, что вот общество говорит, я разведусь и все у меня сложится в следующих отношениях, но понимаете, в следующих отношениях асцендент у вас останется в таком же знаке. И управитель 7-го дома тоже будет в Водолее, понимаете? И это история, которая неизменна. Вот мы родились, и показатели нашей натальной карты, они такие. Проходит время, живем мы в этих историях, и нам все равно приходится их решать сейчас или потом. Поэтому разрыв отношений, разрыв семьи, а еще и разрыв с детьми воспринимается для таких людей очень сложно и очень тяжело. Поэтому здесь история такая, если вы обладатель асцендента во Льве,
Подумайте, сейчас буду рассказывать, как не допустить сложные моменты в любовных брачных отношениях. Тема очень важная, щепетильная. И да, очень сложная именно для вас, потому что когда седьмой дом находится в Водолее, по всем астрологическим законам это считается самое непригодное отношение для заключения брака. Да, но и точно так же для заключения брачного контракта, для, казалось бы, подписания всех договорных отношений. Но, ребята, естественно, у нас везде есть лазейки. Естественно, да. Я про это тоже сейчас расскажу. Потому что здесь нужно смотреть, да, седьмой дом в Водолее – это противоположный знак Льву, да. И здесь вы скажете, как такое возможно? А так, ребята, и получается, что мы всю жизнь, неважно в каком знаке у кого асцендент, напротив, всегда противоположный знак, и нам не совсем эта история нравится. То есть это всегда нужно не только свое мнение видеть, но и мнение противоположное. Собственно, этому и учит нас все социальное общество, потому что все те люди, даже которые смотрят это видео, они могут быть со мной не согласны, я могу быть с ними не согласна, но какое это вообще имеет значение? Каждый черпает в этой жизни то, что ему нужно. То есть мы общаемся с теми людьми, с кем нам комфортно и с которыми мы готовы наводить компромисс, то есть договариваться, да, то есть это и есть социальное общество. Мы работаем в том коллективе, где нам комфортно. Когда нам максимально некомфортно, мы либо договариваемся, все конфликты регулируем, либо мы выходим из этих отношений, да. И брак – это такая история, особенно когда седьмой дом в Водолее, когда хочется просто уйти на свободу, потому что Водолей – это очень умный персонаж на самом-то деле, да, у нас в зодиаке, среди всех знаков зодиака, это очень гениальный знак зодиака, чрезмерно гениальный, который вообще не любит смотреть на чужое мнение, который сам и так все знает, которому не нужно давать советы, который уже все это давно решил, и вот со своей позиции он считает, что он самый умный, гениальный, и вот вы со своей ответственностью ему вообще здесь не сдались. То есть, понимаете, да, чаша двух весов – это такая обратная сторона асцендента во Льве, то есть с которой человек живет по жизни. То есть и когда встречаются какие-то отношения на пути, и здесь, казалось бы, есть чувство, страсть, обнимашки, даже любовь, и то есть понимание, что хочется с этим человеком иметь много чего, но здесь включается вот такой умный Водолей, который говорит: а я вообще сам все могу. Я вот вместо того, чтобы с вами какое-то строить доверительное партнерство, я лучше буду вами управлять, потому что я умнее и гениальный. И это такие срывы во всех отношениях, как правило, да, потому что не надо, я сама все скажу, я сама все решу. И здесь такая история, может быть, что часто люди с дисцендентом Водолея разводятся, либо просто очень сложно выйти замуж или жениться, потому что постоянные вот эти интеллектуальные качели. А зачем мне? А за что мне? А почему мне? Зачем мне вообще вот это вот все сложности такие? Потому что у Водолея есть как и плюсовые качества, есть так и в минус, да. И если из плюса это создать такое интересное, классное общество, где всем будет хорошо по интересам, да, то в минусе это я ничего не хочу решать, я хочу свободы, я хочу тусоваться, я хочу на вечеринке, и мне вообще ничего не нужно. И когда у меня встречаются пары и говорят, нам как-то сложно в отношениях, один из них говорит, мне вот вообще прям я не могу, мне так тяжело. У меня, кстати, даже была как-то пара, вот они оба, асцендент во Льве и дисцендент в Водолее, но у них была основная мощная история, это вот прям такая история, и дети у них, да, были есть, история того, что они были друг другу лучшими друзьями, то есть они
и на рыбалку, они и в поездку, они и в пещеры. То есть это люди, которым было интересно. То есть они на все выставки ходят, то есть они познают мир, они постоянно друг с другом разговаривают, потому что основная история Водолея — это говорить, то есть это разговоры по душам, то есть это не стесняться говорить на высокие темы, на сложные темы, которые, да, взрывают мозг, которые на грани стыда и страха возможны, да, то есть каждый сам решает в отношениях, насколько он заходит далеко, и, как правило, все отношения, 100% отношений рушатся, когда мы не даем нашему партнеру зайти в наши какие-то внутренние потаенные стороны нашей души, в которых нам страшно разобраться. То есть, когда кто-то переходит на грани или там говорит, что вот со мной так нельзя, а почему? Почему вот это нельзя, тебя так очень сильно контролирует? То есть здесь очень можно долго, много про это разговаривать, сейчас не будем углубляться. И поэтому получается, особенно если управитель 7-го дома, то есть это Сатурн и это Уран, то есть Уран за чрезмерную свободу, а Сатурн — это как раз-таки планета ответственности. И здесь может быть такой перекос, что если Сатурн в вашей натальной карте сильнее, чем Уран, тогда да, у людей получается создать союз, и они со всей ответственностью смотрят, но здесь тоже нужно смотреть, где находятся управители 7-го дома, то есть эти Сатурн и Уран, если они находятся в 5-м доме, и человек не женится, не выходит замуж, и такая история очень часто на самом деле, или же в 4-м доме, то есть это все родом из детства, вопросики в ваших отношениях, что же вам там не нравилось, возможно, кто-то из родителей ходил на сторону, либо оставил вас в детстве, и мужчина и женщина, такое бывает, очень много разных историй в жизни, она правда как кино, и здесь нужно в этом разбираться, почему до сих пор хочется быть в одиночестве, потому что и такая грань и Сатурна, и Урана — это одиночество, вот такая внешняя тусовочная часть, сторона жизни, весельчака, то есть это такая тусовщица, child free, но внутри это множество граней одиночества, и здесь нужно себе честно в этом просто признаться, что это страхи. Одиночество — это всегда про страхи. А если же управители вашего 7-го дома находятся в 6-м, в 7-м или в 8-м доме, то это прямые астрологические указания на то, что не получится, глядя на какую-то социальную картинку, говорить, вот у них так все легко, классно, я тоже хочу так легко и классно, особенно если блогеры вот снимают какой-нибудь там лайфстайл, это же сейчас очень модно, и говорят, что вот оно все классно и легко. Если же управители 7-го дома в вашей натальной карте находятся в 6-м, в 7-м и в 8-м, это прямые указания на то, что вы пришли сюда, в эту жизнь, для того, чтобы над своими отношениями работать. То есть отношения есть ваш труд. То есть чем больше вы тепла, своего понимания, интеллекта вложите в эти отношения, тем сильнее будет выхлоп. Ну, то есть не получится волшебнику в голубом вертолете прийти и сказать, вот, держи, вот тебе подарок, и вот так случился вот такой вот классный мужчина, сам вот где-то родился и к тебе пришел, тебя вот такую интеллектуалку нашел. Нет. Нужно вкладываться в отношения, в понимание, в разговоры, в развитие этих отношений, да? То есть здесь история такая, путь всей жизни. Путь всей жизни, да. Если же управители 7-го дома находятся в 5-м, и кто-то из них, неважно кто, то нужно обязательно разбираться, потому что это ваши вопросики к вашим родителям. То есть вы из-за ваших обид на ваших родителей не строите свою семью, или же у вас появилась семья, но вы отказываетесь заводить потомство, делать свои маленькие копии, или же у вас сбои вот здесь в деторождении в том числе. И это, конечно же, история про то, что нужно теплеть, нужно понимать, нужно в этом разбираться и не бояться. Как говорится, не мы первые, не мы последние, и это абсолютно нормально, потому что основная задача — это
у асцендента во Льве и у дисцендента в Водолее – это быть ярким, красивым, излучать любовь, излучать страсть, яркость. Но не просто так во внешне это все, а для того, чтобы вот такой семейный эгрегор поднимать, для того, чтобы вот так вот вверх идти, да, чтобы вот этот огонек, он был еще подкреплен интеллектом, чтобы здесь было все понятно, в какое большое и глобальное будущее идете. То есть здесь нужно, конечно же, партнера себе находить. Как правило, с дисцендентом Водолея находят себе вторую половинку. Конечно, по указателям смотрят, но еще и, как правило, в тусовках в каком-то мероприятии, на вечеринке в том числе. И это нормальная история, потому что по жизни вот такой легкий вайб. Здесь, конечно, ребята, девчата, нужно понимать, что тусовки, они могут быть вечны, но внутри-то что? Внутри какой огонек, что разжигает, да? Уже рассказала про тепло, про радость и про счастье. И здесь, конечно же, ищите себе партнера, с которым на века, с которым в долгую, с которым хочется вести разговоры по душам, которого хочется слушать. Да, это может быть немножко занудный персонаж в вашей жизни, но понимаете, что те люди, которые обладают немножечко или множечко занудством, это люди надежные. То есть здесь вот такой момент понимания. То есть те люди, которые умеют много говорить, много рассказать, много понять, они 100% занудны. Ну, потому что это же нужно выносить это все, да. Плюсом, понимаете, что дети, семья, много людей, это тоже нужно для этого иметь эмоциональный интеллект. А как он раскачивается? «Отцы и дети» почитайте. Это потрясающий роман для того, чтобы понять все психологические моменты и вопросики, как раз-таки, которые встречаются у людей, представителей асцендента во Льве. Ребят, я могу про это рассказывать еще очень много. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео. Обязательно указывайте свою дату, время, место и ваш вопрос. Я постараюсь ответить на все ваши вопросы, потому что мне самой тоже очень интересно разобраться. И, как говорится, чем больше людей пойдет в правильное направление и создаст вот такой счастливый свой оазис, тем счастливее будем жить мы все. Поэтому будьте счастливы, одевайте красные, красивые, яркие, интересные наряды, будьте счастьем, и тогда ваш гороскоп будет работать, будет запускаться, тогда вы будете стремиться, и цели, и правильные люди будут сами вас находить. Ну что, ребят, спасибо большое, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам счастья и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.